Всем привет! Как вы видите, не совсем стандартная упаковка. Как все начиналось? Для начала я заказал вот такой вот фонарик у фирмы Wubin. Они мне его долго слали, обзор сможете посмотреть у меня на канале. После этого пишут, что, мол, у нас есть новый суббренд, а не хотите ли взять на обзор данный фонарик? Я говорю, без проблем, присылайте на обзор. Всего лишь проходит пару дней. Приходит вот такая вот посылочка. И давайте посмотрим, что за суббренд появился у фирмы Wubin. Возможно, я не так должен его распаковывать, но после китайских распаковок я всегда привык все развязать. Я даже не знаю, как это правильно прочитать. POOCAN. Буду называть эту модель S10 Pro, потому что в комментариях будете писать неправильно читаю. Напишите, как правильно читать этот бренд. А важно то, что этот фонарик выдает 2500 люмен. И стоит он на Амазоне всего лишь 26 евро на данный момент. Я считаю, если цена соответствует тому, что здесь написано, то, в общем-то, классный фонарик. Вот, наконец-то. Мы знаем, что здесь SST40 стоит светодиод. Такой же светодиод стоит в моем любимом фонаре Safirm SC18. Он выдает 1800. Этот по заявлению производителя 2500. Будем проверять, как раз есть чем сравнить. Почему-то на пресс-релизах, которые лежат на Амазоне, ссылочку я, кстати, оставлю внизу, там пока действует скидка, нет указания, какой стоит светодиод. И, кстати, вы видите, упаковка такая вот экономическая очень. Но упаковка не самое главное. Итак, переходим к темляку. Темляк, такого посредственного качества, но он есть в комплекте. Почему посредственного? Потому что вот фирма Wubin. Буду с ней сравнивать. Я, кстати, его покупал за те же деньги, сколько стоит этот фонарик. Поэтому я считаю, что бижутерия должна быть равноценная. Но вы видите, лежит и лежит в комплекте. Итак, что еще у нас есть? Провод Type-C USB. И итак, сам фонарик. Давайте его сравним сразу же с фонариком Safirm. Он немножечко побольше. Но здесь вот клипсов цвет. И вот эта вот наклейка очень похожа на ту же наклейку, которая была у меня на Wubin. Поэтому, скорее всего, все-таки производитель тот же. Первое впечатление хорошее. Анодирование присутствует. Серийный номер присутствует. Защита от воды присутствует. Сейчас попробую, как закрывается. Хорошо, плотно. Клипса в меру плотная. Давайте раскрутим, посмотрим на резьбу. Выдает качество зачастую резьба. А с резьбой здесь все хорошо. Резьба анодированная. Стоит вот такая вот один в один, как у Wubin, заглушка. А вот аккумулятор поставляется не самый богатый. 1800 мА. Он, правда, идет бесплатно. Внутри мы видим плату из текстолита, пружинку. Сделано по уму, две пружинки, и с одной и с другой стороны ничего телепаться не будет. Силикона, кстати, на резьбе хватает, это хорошо. Внутри, получается, туго держится аккумулятор, и данный фонарик может быть использован как велофонарик. Впереди стоит вот такая вот тир-оптика. Кнопка не утоплена, немножечко выступает. Давайте проверим, как тут переключаются режимы. Кстати, режимов здесь 6. 10. 300 и 2500 турбо, и еще есть SOS режим и стробоскоп. Переключение режимов стандартное. Удержание 10 люмен, 300 люмен, 1800 люмен. Память режимов есть. В последних фонарях, которые я тестировал, всегда двойное нажатие выводило турборежим. Проверяем. А как же включается турборежим? Обратимся к первоисточнику. Если я ничего не путаю, то однократное нажатие переходит в обычный режим. Двойное нажатие переходит в режим турбо, строп, SOS. Давайте вот так вот покрупнее посмотрим на фонарик и немножечко порассуждаем. Одно нажатие, переходим в основной режим, где есть три режима яркости. 10, 300 и 2500, которые, скорее всего, падают до 1800. Так как режима с турбо я не нашел. Двойное нажатие переходит в режим, где есть два подрежима. Это стробоскоп и SOS. И больше никаких дополнительных режимов я пока не нашел. Когда анодирование идет более дешевое, либо это идет покраска, это видно. А здесь вот качество деталей хорошее. В торце у нас стоит магнит. Проверяем магнит. Проблем с удержанием фонаря абсолютно никаких. В любом положении держится, с этим проблем нету. Магнит сильный. Резинка здесь качественная. Клипса мне понравилась. Клипса односторонняя, но хорошая. Хорошо охватывает, в меру тугая. Такая, как должна быть клипса. Идеальная, конечно, клипса идет двухсторонняя, но здесь вот так вот не предусмотрели. Давайте попробуем разбирать его с другой стороны. Нет, здесь он не разбирается, а разбирается только с обратной стороны. Итак, заряжаем фонарик до полного. И будем проверять, как он светит. Включил я на 1 минуту и этот фонарик, и этот в максимальный режим.
Здесь голова прогрелась практически моментально, то есть она стала вся горячая, и уже тепло пошло вот сюда на ребра. А вот почему-то в Сафирме началась греться только голова. Здесь же тепло передается сразу, и скорее всего все-таки здесь 2500 идет, который убывает до 1800, поэтому идет очень сильный прогрев, то есть он практически весь теплый стал. Вот так и должно быть. Давайте попробую его включить. И вот буквально проходит несколько секунд, он начинает весь прогреваться. Можно использовать как велофонарь, он будет абсолютно нормально обдуваться воздухом. Лучше передача тепла идет от светодиода, и скорее всего 2500 здесь есть, и это максимальный режим для светодиода, и он шарашит тепло просто в нереальных количествах. А здесь скорее всего хуже передается тепло, и 1800 это более привычный режим для данного светодиода, и он меньше выделяет тепла. Сам таким пользовался, дарил такой один отцу, и все живые, в общем-то. Система охлаждения здесь на хорошем уровне. Немножечко технических характеристик. Вес 117 грамм, длина 115,3, ширина в хвосте 25,8, ширина в безеле 25,5. Наблюдаем пластиковую тироптику, она в общем-то всегда пластиковая. Центральный светодиод у нас прикрыт, идет распределение света по бокам. Световое пятно довольно-таки равномерное, я бы сказал обычное, ничем не выделяющееся, просто нормальное световое пятно. Световая температура около 6000. Данный фонарь побыл несколько дней у меня как основной, и вот таким образом он светит в ночное время на слегка освещенной дороге. И сразу хочу сказать, он хорош как походный фонарь, как велофонарь, можно, я думаю, использовать его без проблем. Но для ношения в сумке, как городской ЕДС, он, если честно, мне кажется немножечко великоват. А вот если вам нужен для работы фонарь с магнитом, который будет надежно и ярко светить, я думаю, его можно смело рассматривать. А вот таким образом он светит в лесу, если сравнить его с Rusfire, у которого такой точно светодиод, но в максималочке он выдает немножечко меньше. Trustfire, напомню, 1800, здесь 2500. Плюс у данного фонаря очень хороший теплообмен. Потому что Trustfire только начинает еле-еле теплеть, этот уже практически горячий. Это говорит о том, что светодиод, естественно, здесь проживет намного дольше. Тест в подъезде, я думаю, бесполезный, но на всякий случай вот таким образом светит данный фонарь в подъезде. За 3 дня пользования я его использовал где можно, где нельзя использовать. Вот таким образом он, кстати, светит, если поместить его под кран. И вот что я понял, используя данный фонарик 3 дня. А оказалось, здесь не самое крепкое покрытие. Особенно это покрытие не крепкое там, где оно покрашено белым. При том, что я просто закреплял его на поверхности. Да, некоторые поверхности были ржавыми. Но я даже не елозил, а просто как бы довольно-таки аккуратно снимал, и вот видите. Также, конечно же, хотелось бы немножко больше вариантов света. Не 3, а хотя бы 5 режимов. Плюс Moonlight и плюс отдельный турбо. А так вот все режимы переключаются по очереди. Конечно же, еще есть стробоскоп, но это такой спорный режим. И нет режима блокировки. Отчасти эту ситуацию спасает довольно-таки тугая кнопка, и просто так в кармане вы его не нажмете. Хотелось бы иметь блокировку, потому что вот в таком режиме и будет впереди темная поверхность, легко воспламеняемая, как минимум она поплавится. Также еще немножко насыплю минусов, фонарик довольно-таки крупный, ведь можно же делать меньше. И, возможно, не самое важное, но это вот такой шнурок прилагается к фонарю за 26 евро. Согласен, его тоже иногда за 26 продают, но за 15 вы его отхватите без проблем. Первое, это шнур. Он толстый, длинный. Не супер, но он нормальный, толстый и как бы вызывает доверие. Плюс бонусом вот такая силиконовая шняга. Очень полезная, с помощью которой вы можете превратить данный фонарик в отличный кемпинговый фонарь.
Я не рекламирую Сафирм, но вот сам комплект мне понравился. Но, конечно, здесь есть минус, это плохой теплоотвод, и я теперь вот в режиме турбо буду им пользоваться пореже, потому что не хотелось бы, чтобы он перегорел. А вот здесь турбо можно врубать нормально, потому что распределение тепла идет максимально быстро на весь фонарик, и я думаю, проблем не будет. Скорее всего, вы просто выключите, либо он выключится от того, что у него поднялась температура, там термодатчики сработают, да и все. Немножко поругал, а теперь начнем хвалить. Итак, во-первых, честные люмины. Их немного разновидностей, но нечестные, 10300 и 2500. Второе. Хороший дизайн. Не выглядит затасканным в плане дизайна. Хорошо он держится. Возможно, это сделано для лучшего отвода тепла. Ну и, в общем, в руке вы его хорошо держите. Также он, естественно, не катается. Как уже говорил, отличный теплоотвод. Также есть в комплекте бесплатный аккумулятор. Емкостью немножко подкачали. 1800 это как бы на пределе. Мощный магнит в хвостовике. Держится не только за любую поверхность, но также и за другие фонарики. Также присутствует год официальной гарантии. Хотя у того же Лубина их целых 5. Отсутствие димминга и наличие памяти режимов, я думаю, в плюсы мы записать не сможем. А вот хорошую клипсу и качественную сборку можно записать также в плюс. Взял бы я в использование данный фонарик как основной? Да, взял бы. Но нужно сюда добавить один режим Moonlight и отдельно режим Turbo. Я об этом написал фирме, не знаю, прислушается нет, возможно, какую-то дополнительную версию выпустят, но, на мой взгляд, это бы повысило продажи. Плюс, естественно, немножечко позаботиться о той фурнитуре, которую вы прикладываете к фонарику. Можно чуть-чуть получше. В остальном фонарик получился отличный, смело могу рекомендовать, если вам не нужны дополнительные режимы. Кому был обзор полезен, не забываем. Подписываемся.